Привет! Сегодня у нас на обзоре круговая тренировка либо Games. Это очень интенсивная тренировка на все группы мышц. В целом это интервальная тренировка, которая включает в себя проработку разных мышц и кардио. Что значит интервальная тренировка? Это значит, что мы много-много-много работаем, а потом совсем немножко отдыхаем. Такие тренировки направлены на то, чтобы развивать выносливость, кардио и атлетичность. Насчет атлетичности не знаю, но если вы будете часто тренироваться, думаю, она вам точно гарантирована. Первые круговые тренировки были придуманы очень давно, еще в Англии в 1953 году. Как это происходило тогда? Было много тренажеров, которые ставили в круг, и все участники менялись и по очереди работали на каждом из тренажеров. Кстати, я вспомнила, что когда-то, много лет назад, я была на одной такой тренировке в женском фитнес-клубе, и, если честно, мне не понравилось. Но сегодня у нас будет очень модернизированная тренировка, на которой будут использоваться не обычные тренажеры, а всякие классные штуки по типу гантель, эйрбайков, канатов и еще много чего другого, а также там будут петли TRX. Кстати, обзор на TRX у нас уже был, поэтому я очень рекомендую тебе переходить по ссылке, смотреть, чтобы понимать, как это устроено. А мы вернемся к нашим баранам. В общем, как вы уже поняли, нас ждет что-то очень интересное, но это все опять-таки теория и слова, поэтому давайте пойдем и посмотрим, как это выглядит на деле. Меня зовут Виктория Сидорович, поехали! Ну что, меня опять замахали. Мне кажется, что я выхожу после каждой тренировки и говорю, что это было жестко. Но, наверное, теперь круговая либо Games стоит в топе в моем личном чарте жесткости тренировок. Итак, что мне понравилось? Первое – это разнообразие. Как я вам и говорила, не соврали, было очень много странных и прикольных штук, которые есть во время тренировки. Я думаю, вы уже заметили. Как было все устроено? У нас было 4 станции, мы делились по парам, и 4 минуты каждая пара впахивает, назовем это так, а потом 1 минуту отдыхает. Собственно, вот в чем суть интервальных тренировок, да? Естественно, так мы работали по 4 минуты на каждой станции, и те тренажеры, на которых мы занимались, они просто не успевали надоесть, потому что кроме того, что ты очень интенсивно и быстро работаешь, так еще и они постоянно меняются, что, кстати, помогает напрягать все группы мышц. Это второе. Реально за время тренировки работает все тело, начиная от ног, заканчивая верхом, плечами, спиной, и это очень круто. Если вы ищете тренировки, которые нацелены на проработку разных мышц и выносливости, вам точно зайдет. Третье – это атмосфера. Как вы уже поняли, я любитель такой нестандартной атмосферы, поэтому мне очень нравятся тренировки, где приглушенный свет, светомузыка, громкая музыка и всякие такие приколы, они добавляют и как-то, так сказать, скрашивают твои страдания во время тренировки. Хоть как-то с этим веселее, чем если бы просто, не знаю, на этих тренажерах работать. Еще четвертое – тренер. У нас был очень классный тренер, и реально это важно. На таких тренировках я считаю, что очень важна личность тренера, и он постоянно всех поддерживал, помогал, говорил, как правильно, и это тоже немаловажно. Тут в любом случае надо сходить, попробовать и найти своего человека, чтобы вам было комфортно. Что еще классно? Это тоже относится к тренировкам, которые тренируют выносливость, при этом которые по длительности 45-50 минут. Соответственно, если вам нужно экономить свое время и вы не можете много уделять тренировкам, то вам зайдет, и это будет очень прикольно.
Что по количеству занятий, например, что рекомендует тренер? Такие тренировки называются высокоинтенсивными. У них реально очень большая нагрузка на сердце, на суставы и на другие группы мышц, поэтому рекомендуют их посещать максимум 2 раза в неделю, не больше, и чередовать всегда с какими-то расслабляющими моментами. В начале тренировки у нас была разминка, в конце тренировки у нас была заминка, то есть мы расслабляли мышцы, но этого недостаточно, если вы постоянно будете ходить на такие интенсивные тренировки, поэтому если выберете этот путь, нелегкий путь, тогда точно лучше чередовать с расслабляющими упражнениями. Что я подразумеваю под расслабляющими тренировками? Это, конечно же, стретчинг, растяжка, это барре, это направление, где смешан элементы балета и классического танца с фитнесом, растяжкой. Кстати, о нем мы тоже планируем снять обзор, так что он обязательно будет. Вот. Ну и, собственно, все, где вы можете расслаблять свои мышцы, и что будет... еще йога. Йога тоже сюда относится. В общем, на плюсах вроде все. То есть очень интенсивно, интересно, классная нагрузка на проработку мышц, атмосфера, и у нас был очень классный зал. Мы сегодня в студии Smart S, ссылочку я оставлю в описании. Здесь очень клево, очень рекомендую сходить хотя бы разок, у них очень много классных направлений. Итак, что по минусам? На самом деле не то, чтобы здесь есть прям минуса, скорее есть некие противопоказания. Первое, по здоровью. Если у вас есть какие-то трудности с сердцем, с суставами, вам точно не сюда. На такого рода тренировки не стоит идти без физической подготовки. Несмотря на то, что я вроде как занимаюсь спортом, мне было достаточно непросто. Поэтому я рекомендую все-таки готовиться. Например, нам тренер рассказывал, что есть направление Games Power, то есть, в принципе, когда мы работаем с весом и отстраиваем технику. Поэтому, если вы не знакомы с техникой, то лучше сначала отработать технику, а потом идти на высокоинтенсивные такие нагрузки. Вот, поэтому здесь тоже могут быть сложности. Ну и, в принципе, работа с весом и с какими-то нестандартными тренажерами или болами и всякими штуками, это тоже скорее просто некое неудобство, так как, например, я была первый раз, да, хотя при этом мне всегда с радостью тренер помогал, объяснял, говорил, как правильно, но техника здесь важна, потому что если не придерживаться правильной техники, можно себе навредить больше, чем принести пользы, поэтому здесь я призываю вас быть осознанными и заботливыми к своему телу. Как я уже говорила, на тренировке действительно очень устаешь, поэтому здесь больше относится к кардио. Я понимаю, что мне реально сложно на кардиотренировках, у меня нет этой достаточной выносливости, поэтому я очень быстро уже была выдохшаяся. Но не могу сказать, что это прям минус, просто скорее вам нужно это понимать. И, как я уже говорила, на таких тренировках, чем больше ты тренируешься, чем регулярнее они у тебя есть, тем становится легче. Поэтому, если у вас есть цель развить в себе выносливость и потом бежать марафоны, заниматься каким-то бегом, скалолазанием и всем, что требует нагрузок, то это будет очень классной подготовкой для вас. Если подытожить, то кому рекомендую? Очень рекомендую тем, кто хочет развить силу, выносливость, и тем, у кого уже есть достаточная физическая подготовка. Если у вас нету физической подготовки, достаточной для таких интенсивных нагрузок, то я рекомендую выбирать что-нибудь немножко попроще, а потом прийти уже к таким тренировкам, если вам заходит. Что касается того, можно ли здесь сбросить вес, в принципе говорят, что да, при этом это не есть целью этой тренировки. Да, например, помните, в прошлый раз мы снимали Cycle, тоже можно посмотреть по ссылочке. И вот, например, Cycle относит тоже к кардиотренировкам, к интервальным тренировкам. При этом все говорят, что
Вот она реально нацелена на то, чтобы сбрасывать вес. Здесь же больше про выносливость и про силу. Что еще важно, это правильная одежда и обувь на подобных тренировках. Если вы заметили, на мне новый костюмчик. За него благодарна магазину Nova Vega. Ссылочку оставлю в описании. Костюмчик очень классный, потому что у меня вечная проблема с лосинами. Они часто просвечиваются, и на видео это как бы, ну, такое. А здесь очень плотная ткань, поэтому переходи, смотри. Ассортимент там не прям очень обширный. При этом, если вам понравилась моделька моя или похожая на мою, то вы там точно найдете что-нибудь интересное для себя. Итак, что по ценам? Такая тренировка, как Games, немножко дороже, чем, например, классические круговые тренировки, которые вы можете найти в обычных спортзалах. Как я уже говорила, сегодня мы были в студии Smart S. Это премиальная студия, но премиальная, чтобы вы не боялись, это $10-15 за тренировку, поэтому не так страшен бол, как его рисуют. Так что я очень рекомендую сходить и попробовать хотя бы на одну тренировочку. На сегодня у меня все. Если тебе видео было полезно, ставь лайк. Если ты еще не подписан на канал, обязательно подписывайся и жми колокольчик, чтобы не пропустить следующие обзоры. Комментируй, был ли ты на похожих тренировках и как тебе, а также, как обычно, оставляй свои комментарии, что бы тебе еще хотелось видеть в наших обзорах. С вами была Виктория Сидорович. До скорого!